coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming. Такс. Приветствую всех, с вами Хулдым, и мы наконец продолжаем проходить игру Orwell, симулятор такого супер КГБшника, всегда бдящего за всеми и следящим за порядком в нашей великой стране, нации. И продолжаем расследование, пытаемся узнать побольше о так называемой Нине Мартовне. Такс, кстати, громкость музыки, ну я ее оставлю такой. Если что, я завтра ее поменяю, просто не хочу, чтобы она меня перебивала. Так. Знаешь, чуть-чуть ее подувеличу, вот чуть-чуть. Вот так, все. Блейн отменяет совещание ради визита в Трифлет. Премьер-министр отменил экстренное совещание и вместо этого поехал в столицу Парджеса. Планируется возобновление зашедших в тупик переговоров между Кассартом и оппозицией. Премьер-министр только что прибыл в Трифлет. Он был принят с воинскими почестями от имени президента Кассарта. Бонтон, Трифлет. В субботу утром премьер-министр Блейн неожиданно сменил приоритеты, отменив первоначальное запланированное экстренное совещание с министром безопасности Кэтрин Делакруа по поводу недавних терактов в Бонтоне. Премьер-министр вместо этого решил выступить посредником в осложненных переговорах между президентом Кассартом и оппозицией. Информация об экстренном совещании была удалена с официального сайта партии. Блейн вылетел в столицу Парижаса Трифлет на самолете ВВС. Как заявил официальный представитель правительства, премьер-министр приземлился в международном аэропорту Трифлета около часа назад и был оперативно встречен президентом Кассартом с военными почестями. Одно это событие дало оппозиционерам достаточно оснований поставить под сомнение беспристрастность премьер-министра. Они объявили, что не признают Блейна в качестве беспристрастного посредника. Но это верно. Не зря же его так Блейн встречает. Значит, он либо завербован или что-то такое. Так, давайте, теперь будем мы... Давайте посмотрим, что тут Ой, тут этот... Тихо. Срочно тут звонок. Давай-ка сейчас посмотрим, что это будет. Вас приветствует компания Рошен Тех. К сожалению, вы позвонили в нерабочее время. Пожал. Привет, Букашка Джули. Ядовить. Джун, я так рад тебя слышать. Букашка Джули. Что еще за странное прозвище? Да, это точно странное прозвище. Я тоже поэтому звоню, и давненько не проводила ежегодное совещание сестры Джун и Джули, да? Блин, это что-то слишком. Что я сегодня на работе? Работает в субботу. Это точно. Откуда ты узнала, что я сегодня работаю? Так, давайте я чуть-чуть уменьшу, чуть-чуть звук. Так, секунду. 4. Так, я вернулся, извиняюсь, отошел чуть-чуть. Чуть-чуть отошел. Я ненадолго отошел. Ну а теперь все. Давайте дальше. Ой, блин, как же быстро у них звонки идут. Это точно. Откуда ты узнала, что я сегодня на работе? Ха-ха, я ж тебя знаю, сестренка. А, точно. Как-то забыла, что ты знаешь меня лучше всех. У тебя неприятности на работе? Начальство загружает? Я могу позвонить попозже. Нет, все хорошо, просто сиди в офисе лучше, чем, Просто сидеть в офисе лучше, чем, сидеть дома. Ясно. Не понимаю, зачем ты переехала обратно. Я не могла остаться в общежитии, ты же знаешь. А ты прекрасно знаешь, что это слабая отговорка. Ты же хорошо зарабатываешь в Рошентех, а? Можешь себе позволить снимать квартиру в городе, просто не хочешь. Ох, вижу, ты решила меня дожать.
Вовсе нет. Прости. Этот год для меня начался тяжело. Мне было невыносимо жить в одиночестве. Сейчас мне уже, думаю, причиной послужил разрыв отношений. Этот год мне было невыносимо жить в одиночестве. Сейчас мне уже получше, но мама с папой, они так рады, что я снова с ними. Я... Не хочешь их... Не хочешь их огорчать, да? Ага, не могу бросить их снова. А я-то подумал, что наша Джулия наконец-то обрела независимость. Так и есть. Ничего подобного, ты по-прежнему позволяешь мамочке с папочкой капать тебе на мозги. Букашка Джулия, так мило, что ты до сих пор... Ой. Думаю, такое иногда случается даже в очень дружных семьях. Ну тут вы правы, товарищ. Ничего подобного. Тьфу, это уже было. Букашка Джули, так мило, что до сих пор пользуешься этой старой... Используешь это старое прозвище. Ага. А ты помнишь, что я его для тебя придумала? Боже мой, да что ж такое, нормально настроиться не дают. Ха-ха, а ты помнишь, что это я его для тебя придумала? Ага, я так завидовала, когда папа ласково называл тебя своей букашкой. Букашкой Джун, а меня просто по имени. Я была права. Не поддавайся на провокации отца, хотя бы попробуй давать ему отпор. Договорились? Хорошо, обещаю. Вот и славненько. Ну что, не буду больше отвлекать тебя от работы. Ага, в офисе никого нет. Ага, в офисе никого, но у меня еще полно дел. Хорошо, еще поговорим. Не пытайся звонить мне, я сама с тобой свяжусь. Ха-ха, шучу. Джун? Блин, одна Джун Керриктон, какого хрена? Джун? А, спасибо тебе за то, что веришь в меня. Оу, я сейчас расплачусь. Для этого и нужна старшая сестренка. Так ведь? Думаю, да. Пока, Джун. До скорого, букашка Джули. Что ж, неплохой, милый разговорчик. И теперь можно поработать. Промышленный квартал 347. Ну, дата рождения. Так, где у нас? Давайте читать теперь. Продолжаем. 7 октября... Был женский, 7 октября 1985 года. Джеральд Уайт Бонтон, врач. Мартовна Нина. Номер пациента. Страховка НД. Пациентка жалуется на боль в левом бедре и верхней части ноги. Она описывает боль как жгучую и иногда раздражающую. Нога иногда немеет. Симптомы проявляются всякий раз, когда на ногу дается нагрузка и утихает только в положении сидя или лежа. Симптомы начались 9 дней назад. Дополнение. Я спросил пациентку о зажившей ране на левом бедре, так как в медицинской карте о ней нет данных. Пациентка ответила уклончиво и происхождение раны не объяснила. Осмотр. Давление 128 на 82. ЧСС 62 мин. Без патологии. При визуальном осмотре выявлен рубец в латеральной части левого бедра. Произведена пальпация ноги. Болезненность при легком давлении. Кожа ноги теплая на ощупь. Рентген показал зажившую глубокую рану в левом бедре. Левая бедренная кость без патологий. Образец крови отправлен в лабораторию. Диагноз, скорее всего, боль возникает из-за старого ранения в левом бедре, которое привело к сдавливанию или повреждению. Ох, ну думаю, эта информация может нам пригодиться. Которая привела к сдавливанию или повреждению латеральных кожных нарывов.
нервов, кожаных нервов бедра. Симптомы схожи с симптомами болезни рота Бренгарта. Больничница с строгим ограничением трудовой деятельности до конца апреля 2017 года. Но это, подожди, до конца апреля 2017 года. А что у нас по работе? Сейчас в профиль зайдем. Смотрим. Когда она работала последний раз? Подождите, когда она в последний раз работала? Интересно просто. Последние заказы и отзывы работодателей. Работа выполнена 13 апреля. 12 апреля 2017. Подожди, а у нее сколько? А сколько там написано? У нее строго до конца апреля 2017. До конца апреля, а она до сих пор работает. Она должна до конца апреля сидеть, а она продолжает работать. Ёшкин кот. Так, секунду. Я просто не хочу ошибиться, это очень важно. Дата рождения, но это все было. Интересно, тут дата есть? Дата записи 4 апреля. До конца апреля она должна была не работать, но она продолжает работать, если даже посмотреть. До 12 апреля, 11 апреля, да. За прошлую неделю работала, да, она продолжает работать, она не послушала врача. Значит, она много работала в течение недели? Как это влияет на возможность заложить бомбу? Пока не уверен. Ну, возможно, у нее могло не хватить времени, или она что-то другое могла сделать, это посмотрим. Так, адепт. О, адепт. Это кто? Тук-тук. Тебе надо спросить, кто там. Я не в настроении шутить. Ну вот. Ты что за хрен вообще? Нормальное общение. Так, секунду. Так, продолжаем. Сорянчик, что отошел. Ой, мне приходится со временем сменяться, потому что я немножко подзабыл подключить снова будильник. Я вот... И вот чё бы сразу не спросить, кто там. Звать меня Адепт. Так, они поддерживают контакт. Мы знакомы? Я тот, кто знает тебя лучше самой себя, дорогуша. Снова этот Адепт. Интересно, какова его или ее роль во всем этом? Давайте узнаем. Адепт уже вступал в контакт с двумя нашими подозреваемыми. Это должно быть достаточно. Этого должно быть достаточно. Что ж, можете попытаться найти этого хакера, но не забывайте, что наша главная цель пока госпожа Мартовна. Блин, еще один. Ты с сайта знакомств? Не знаю, откуда ты взял мой номер, но не звони мне больше. Лол, нет, я не из этих. Пользователь заблокировала соединение. Пипец. Подожди, а что я могу узнать о тебе, Адепт? Что я тебе вообще узнать могу? А нет, продолжаем. Давайте посмотрим, что будет дальше. О, он опять вернулся. Он донимает ее. Что-то такое. Нет, дорогуша, нельзя так просто взять и заблокировать Адепта. Пошел нахрен. Слышь, удели мне минуту, а? Всего минуту, а потом я исчезну. Пуф. Не интересует. Я тут узнал о вашей кучке бузитеров, и я это дело люблю и уважаю. Властям нужен пинок под зад. Согласен, дорогуша. Но взрывать людей — это уже перебор. Антиправительственные взгляды. Бред, с чего ты взял, что это кто-то из нас? Предположим, я кое-какое время следил за всеми вами. Бонтонские бомбы жахнули в тех местах, где околачивалась ваша атака. Трудно не заметить. Даже копы умудрились что-то пронюхать. Они знали, где искать последнюю бомбу. Так что дай мне повод, угомонить мою гражданскую сознательность. Я не собираюсь тебя сдавать, а хочу помочь. Ты что, мне угрожаешь? У тебя ничего на нас нет. Оу, полегче.
Успокойся, успокойся. Я вообще помочь хочу, а не угрожать. Я докажу, что мне... Ой, он хочет драгоценной партии. Я докажу, что мне... Ой, да как он смеет? Парни из IT-отдела разберутся с ним в 2 счета. Я докажу, что мне можно доверять. Сейчас хакну их драгоценный партийный сайт и залью туда небольшой сюрприз. Мне это расплюнуть, если за ближайшие пару секунд эти партийные тюлени начнут вдруг шевелить ластами. Но потом ты ответишь на мои вопросы, лады? Мне пофиг на твои махинации. Погоди, дай мне пару сек, не отключайся. Не отключайся. Если бы от меня можно было отключиться, я теперь не могу... Фу, если бы от тебя можно было отключиться, я теперь не могу вырубить свой мобильник. А у вас тут миленькая система безопасности, господа разработчики. Обидно будет, если кто-то ее тупо обойдет. Ты вообще когда-нибудь затыкаешься? Во время работы я, малек, нервничаю. Надо как-то отвлекаться. Так что... Да уж, почти все. Еще секунду. Что за херня? Да чтоб тебя! Они залатали свою дырищу в системе безопасности. Ее больше нет. Как будто их кто-то предупредил. Ладно, мне без разницы. Пока, адептер. Адепт я. И не спеши. Если не ответишь на мои вопросы, я тебя до самой смерти буду спамить. Уф, блин, я просто переволновался. Вот именно вот это вот меня бесит, по правде. Я сейчас хочу поставить еще меньше эти телефонные разговоры, потому что это пипец как тяжело. Я чуть не просрал. Если бы я сделал чуть раньше, он мог бы успеть все-таки хакнуть наш сайт. Блять, да оставишь ты меня наконец в покое или нет? Хватит вынюхивать. Ты сказала, что не участвовала в атаках. Верно. Окей, как думаешь, это кто-то другой из свободы мысли? Из этого сборища неудачников точно нет. Единственный, кто хотя бы с натяжкой смог бы такое провернуть, это Харрисон. Харрисон? Кассандра Харрисона интересовала как способ добраться до денег ее родителей. Подожди, это кто у нас? Кассандра Харрисона интересовала как способ добраться до денег. Это может объяснить на нестыковке в отчете Уотерги. Так, единственный, кто хотя бы с натяжкой. Джулиет немного застенчивая, но у нее круто выходило все организовать. Сначала этот хакер подозревает его, а теперь ее? Что он такое знает, чего не знаем мы? Джулиет немного застенчивая, но у нее круто выходило все организовывать. Но как по мне... На теракт она не способна. За взрывами стоит самоправительство. Но это вполне вероятно. Такая тактика очень даже вероятна. Я тут, честно говоря, не спорю. Это возможно и они. Я об этом думал. Ты знаешь, что... Ой. Ага, смешно. Ну конечно, правительство разнесет Бонтон на куски, чтобы оправдать слежку, верно? Я 1000 раз слышал нечто подобное. Стоит только чему-то случиться, все эти теории заговора пустышка. Я об этом думал. Ты знаешь, что с 2011 года каждому электронному устройству полагается иметь уникальный идентификатор? Примерно такой. И с защитой тут и не пахнет. Похоже на серийный номер на моем компе. Ну, так это он и есть. Что? Не паникуй, я просто удаленно получил доступ к номеру, и все. В твою личную жизнь соваться не собираюсь. Подожди, давай подаваем. Это компьютер. Мы можем в компьютер попасть. Отлично, вы нашли идентификационный номер. В соответствии с пакетом безопасности каждое устройство в нации имеет подобный номер. Инструмент взлом позволяет осматривать содержимое различных устройств подозреваемых. Обратите внимание, что получить доступ можно только к включенному устройству, находящемуся в сети. Пошел нах, сначала угрожает, а теперь еще и это. Ну ладно, адепт не навязывает свою помощь. Огу, если бы. Блин, я сейчас боюсь. Она же сейчас в сети. А это будет видно? Вот я чего побаиваюсь. Мы же сейчас будем буквально лазить по ее всяким штукам, искать всякие хрени. Ну, я что-то побаиваюсь. Ну, давайте. Рабочий стол. Так, корзина. Просьба о переводе.
О! Взять смену на площади Свободы 12-11 апреля. О, смена. Она попросила, чтобы ее перевели на работу в одно из мест, где произошел теракт. Ну, это всего лишь просьба, но она связывает ее с местами взрыва. Для надежности нам стоит пытаться связать госпожу Мартовну с двумя другими местами преступлений. Давай быстрее. Так, хорошо, это все было. Быстрее, 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 быстрее. Надо быстрее что-то еще узнать. Надо еще что-то узнать, пока что-то не случилось. Я что-то чувствую, сейчас будет бомба. Мой номер. Давай, все, номер получили. Отлично, теперь еще и в телефон сможем влезть. Отлично, 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 отлично. Еще сейчас. Давай, давай, давай. Вакансия механика. Ни хрена, пока что тут ни хрена нет. Ладно, ладно, ладно. Продолжаем. Личное, давай в личное. Так, предложение. О! Блин, это Голдфилдс. Это Голдфилдс. Абрам Голдфилдс. Есть. Предлагаю поговорить о том, что мы могли бы помочь друг другу. Нина, я хотел бы перед тобой извиниться. Я не собирался что-то тебя при остальных. Взаимную помощь? В чем именно? Нина, я хотел бы перед тобой извиниться. Я не собирался осуждать тебя при остальных членах свободы мысли. Или, что еще похуже, на глазах у всей публики. Ведь наши действия и слова в интернете не проходят бесследно, как я писал в одном из ранних постов в блоге. Мне стоило быть более осмотрительным. Твои действия в ТЦ Сайсермал оказались совсем не такими, как я ожидал, но это скорее не твоя вина, а моя. Вместо того, чтобы осуждать тебя, я хотел бы предложить свою помощь. Насколько я успел понять, твое прошлое было как минимум неспокойным. Хотя это может показаться неочевидным, у меня также довольно тяжелое прошлое. Как говорится, рыбка рыбака видит издалека. Предлагаю поговорить о том, как мы могли бы друг другу помочь. Пожалуйста, дай мне знать, если тебе интересно. С наилучшими пожеланиями, Абрам Голдфилдс. Так, мы почитали. Просьба о переводе, вот. Уважаемый Гжа Шварц, рады сообщить вам, что ваш запрос одобрен. Оба дня вас будут ждать на рабочем месте около 4 часов вечера. Сохраните копию этого сообщения в качестве подтверждения, поскольку мы не можем внести изменения в заказ, подтвержденный в вашем профиле EasyWork. С уважением, Клайв Рид, управление персоналом, отдел уборки, администрации Бонтона. 3 апреля 2017 вы 22:06. Молли Шварц написала. Уважаемый Г. Рид, у меня есть достаточно срочная просьба. Могу ли я взять смену на площади Свободы 11 и 12 апреля с 4 до 8 часов вечера вместо смены на площади Науленд? С наилучшими пожеланиями, Молли Шварц. Ну это, блин, вот это подозрительно. Она как-то срочно решила изменить место работы. Мне что-то это кажется, что это точно что-то ненормальное. Вакансия механика. Вакансия домработницы. Уважаемый Г.Ж. Шмарт, спасибо за ваш отклик. К сожалению, вынужден сообщить, что мы решили нанять другого кандидата. Желаю удачи в дальнейших поисках работы. Терри Болл, менеджер по персоналу. Williams Real Estates. Так, уважаемый господин Бойл, я хотел бы предложить свою кандидатуру на вакансию домработницы в Williamson Real Estate. Документы, сопроводительное письмо, резюме и рекомендации во вложении. Если у вас есть какие-либо запросы или нужны еще документы, свяжитесь со мной по телефону, мой номер такой-то. С уважением, Нина Мартовна. Отлично. Мы полазили чуть-чуть по ней. Что ж, мы немножко полазили по ней, я чуть перепугался немного. Вакансия механика. Уважаемая Г.Ж. Мартовна, благодарим за ваш интерес к нашей компании. Поскольку мы каждый день получаем множество заявок по каждой вакансии, нам приходится отклонять большинство из них. К сожалению, мы выбрали другого кандидата, который подходит намного лучше. Надеемся на ваше понимание. Спасибо за проявленный интерес. Мы с радостью рассмотрим вашу кандидатуру еще раз в случае появления новых вакансий. С уважением, Дэйв Вестфилд, генеральный директор Westfield Cars Bonton.
5 марта 2017 года. Молли Шварц. Уважаемый Гжа Вестфилд. Я хотела бы предложить свою кандидатуру на вакансию механика в Wellsfit Cars. Документы, сопроводительное письмо, резюме и рекомендации в приложении. Если у вас есть какие-либо... Так, это все уже было. Так, она вообще на любые работы. Ну подожди, она получается механик. Если она на механика идет, она еще и механик. Хорошо разбирается в технике. Значит, возможно, могла и организовать бомбу создать. Она была на месте теракта, она механик. Уже как-то подозрительно. Майкл. А вот и сын. Ах, блин, хоть она и террористка, но отчасти ее можно понять, не читать. О, что это такое? Ух ты. Так, что это такое? Так, давайте почитаем, что это такое. Шварц, как ее псевдоним. Так, у нее все же есть кто-то еще? У нее кто-то есть? Все-таки у нее кто-то есть? Итак, полагаю, ты проигнорировал заголовок и сразу перешел к чтению этого крайне компрометирующего письма. Я знала, что так и будет. Что ж, не говори, что я тебя не предупреждал. Я никогда в жизни не писал ничего подобного. Так что надеюсь, что ты будешь ко мне снисходительно. Наш поход вдоль северо-западного побережья Италии был ладно, я просто скажу как есть. Удивительным, восхитительным, самым лучшим походом в моей жизни. И вовсе не из-за солнца, хотя оно и светило все эти 10 замечательных дней. Не из-за скалистого побережья с извивающимся серпантинами дорог. И не из-за живописных деревенек, которые мы проходили. Это благодаря тебе. Я наслаждался каждой секундой этой поездки. Помнишь, как мы хотели, чтобы кто-нибудь нас сфотографировал, и единственным человеком рядом оказалась та пожилая итальянка? Она не понимала ни слова из того, что мы пытались сказать, и просто пожимала плечами и качала головой. Мне пришлось прикусить язык, чтобы не рассмеяться. Но ты сама спокойствие, просто подошла к ней и широко улыбнулась. Вложила фотоаппарат ей в руку и положила ее палец на кнопку спуска. А затем побежала ко мне, чтобы в кадр точно попали мы оба. Забавно, что именно этот снимок стал самым лучшим из всей поездки. Тебе не кажется? Каждая частица моего существа хочет просто стереть все это письмо и не отправлять его. Но в то же время я хочу, чтобы ты прочитала его и узнала, что я к тебе чувствую. Похоже, ты прошла запатентованный тест отношений Дезмонда Шварца. Так что я могу просто написать то, что пытался сказать все предыдущее абзацы. Я люблю тебя. Что ж, мы потихоньку читаем все новое и новое. Сохраненные протоколы. Тебе же не напрягает, что дети для меня главное? Нет, но я думаю, что тебе придется сначала сменить имя. Ты, может, я так и сделаю. Серьезно, слабо поменять имя? Поменяю, вот увидишь. И тогда мы увидим, ля-ля, как жизнь продолжается. Неудивительно для матери-одиночки. Все, что мы нашли о госпоже Мартовне, показывает ее как мать-одиночку, пытающуюся свести с концами ради своего сына. Похоже, это ее основная мотивация. Похвально, но не очень сочетается с образом террориста. Это все было. Давайте почитаем. Знаешь, если бы мы поженились и завели детей, было бы очень забавно, если бы меня звали Молли. Эй, полегче, не забегай настолько вперед. Ты знаешь, что я люблю строить планы? Да, есть такое дело. Но мне очень нравится имя Нина. Почему Молли?
Дезмонд сказал Молли, у тебя милая мордашка. Чего? Облади облада. Бетлис. Только не говори, что ты не знаешь эту песню. Ты же просто воплощение старомодности. Должен признаться, я никогда не был большим фанатом Бетлис. Бетлис. Мне больше нравится Rolling Stones. Так это серьезный пробел в твоих знаниях, ты понимаешь? Саму песню я знаю, там было что-то про бар. Блин, при чем тут бар? Через пару лет они построили дом, милый дом, и пара детишек бегают во дворе Дезмонда и Молли Шварц. Идея мне нравится. Мне тоже. Тебе же не напрягает, что дети для меня главное, а? Так, это уже мы все читали дальше внизу. Что ж, мы прочитали почти все, что нужно. Отряд. О, подожди, а вот откуда и аватарочка. Она военная. Да, вот она. Она военная. Госпожа Мартовна служила в армии. Нужно узнать об этом как можно больше. Нам нужно знать, какой именно у нее опыт. А вот теперь, мне кажется, понятно, почему она является... Ну, вы знаете. Браузер... А, вот браузеры. Нет, тут браузеры. Поиск запроса видеонаблюдения Стеллигана. Глядя на этот поисковой запрос, я бы подумал, что человек затевает что-то плохое. Это в какой-то степени связывает Нину с терактом в Стеллигане. Итак, мы установили ее связь с двумя местами преступления. Осталось связать ее с третьим, и у нас на руках будет очень веское доказательство. Ну как веское? Это лишь предположение. Нам осталось только узнать, какой она профессии в армии. Она у нас, получается, техник. И она служила в армии. Значит, она могла, у нее опыт, думаю, в производстве взрывчатки 100% есть. Подожди, таймлайн Харрисон. Тут что-то Харрисон пишет. Я что-то про него забыл. Так, Харрисон, что ты там пишешь? Думаю, большинство из вас, мои верные подписчики, друзья и недруги, не в курсе, что я пишу для национального обозревателя, но да, это правда, зацените. Вот почему ты так долго молчал, поздравляю. Какого черта, наш главный революционер теперь прислужник одной из самых профашистских и жандармерских газетенок? Боже, это фото. Это что, ты при полном параде, и этот текст... Перефразирую пословицу «Язык твой друг»? Куда ты дел настоящего Хэнкока? Видимо, правительство купило и тебя. Вот тебе и революция. Прошу меня простить, мне нужно выблевать все, что я только что съел. Питер. Я знаю, что ты имеешь в виду. Я тебя понимаю, когда национальный обозреватель позвонил мне и предложил писать для них, я ржал над ними часа пол, а потом бросил трубку, но они позвонили мне снова и сказали, что я могу писать все, что захочу, без каких-либо условий. Блять, я даже могу материться, что я часто и делаю. Теперь у меня есть аудитория и влияние, о которых я всегда мечтал. Я могу использовать это во благо. Что ж, удачи, твоя статья говорит об обратном. Но вообще-то тут, кажется, он немножко призвездывает, потому что это полностью поддерживающее правительство статья. Я думаю, если он посмеет выпустить что-то, что будет хотя бы по чуть-чуть именно задевать правительство в плохом свете, его тут же вытурят. Ему дают возможность хвалить правительство и материться, но не делать статьи, которые его дискредитируют. Правительство правильно делает. Зачем допускать, противников своей же власти, в журналистику, чтобы они поливали тебя дерьмом? Мда. Ну, я думаю, уже можно тут заканчивать. Мы уже продолжим в следующей серии. Мы довольно много узнали о нашей дорогой Нине Мартовне. Теперь мы знаем о том, что, во-первых, она связана с двумя местами преступления. Она резко перевелась на смену
рядом с статуей свободы в 4 или в 4 часа вечера. Значит, все оставшееся время она могла легко, например, или до 7, она с 4 до 7 работала. Как раз таки несколько часов для заложения бомбы. Она механик, как мы знаем, она записывалась в механике. Она была в армии, значит, у нее, возможно, есть опыт в приготовлении взрывчатки. А это крайне сильно ставит ее под сомнение, и крайне вероятно, что она все-таки и была зачинщиком этого теракта все-таки. Да и зная ее яростное недовольство правительством, очень вероятно, что это могла быть она. Хотя я вот что припомнил. Она сказала, что Харрисон это мог сделать. Возможно. Они были сообщниками, как мы знаем. А вдруг все произойдет так, что это не Нина сделала. Она мать-одиночка. Да, она хорошо знает, о взрывных веществах и всем остальном, но все-таки у нее сын. Возможно, она могла сделать Харрисону бомбу, а он ее и подложил. Это вполне вероятно. Они ведь связаны, сказали же сообщники, а это не зря они так. Я думаю, не только они в протестах связаны. Нина не любит протесты. Да и сам Харрисон О'Доннелл в этом посте сказал, что он частенько может показаться, что он может поддерживать правительство или быть таким добрячком и любителем и сторонником мирных именно изменений, пытаться мирно донести свою точку зрения, а по-настоящему держать за спиной взрывчатку. Ладно, пока что два подозреваемых — это Харрисон и Нина. Кто-то из них либо Нина сделала взрывчатку и отдала Харрисону, и он ее подложил, или это Нина все-таки сделала все, а просто потом дала адепту типа Харрисона на съедение, типа это он заложил взрывчатку. Потому что, как мы знаем, этот адепт очень не любит это, потому что, кажется, у него даже там погиб родственник, кажется, погиб. Из-за этого он так недолюбливает теперь Нину и всех тех, кто мог поддерживать подобное. Пока что о ней мы ничего не знаем, о нем. Антиправительственные взгляды, планировал взломать сайт партии, хакер. Ладно. Узнаем уже мы в следующей серии. Очень много данных. Простите просто за то, что так иногда сбивался. Меня постоянно отвлекали. Так. В следующей серии мы продолжим разъяснять по поводу Мартовны. Это все-таки 3-й день наш пошел. Разузнаем все о Мартовне. И, скорее всего, мы в этот день ее арестуем. Ну или не арестуем. Я думаю, может попробовать как-то ее спасти, если будет возможность. Потому что очень хочется все-таки, если будет возможность, я попытаюсь, так скажем, подгадить немного и не ловить ее. Потому что первое прохождение у нас будет за повстанцев. А потом уже мы выберем путь уже понятно кого. Выберем путь правительства там. И другие концовки пооткрываем. Тут концовок очень много, думаю, будет. Вот. Вот. Да и я очень хочу за повстанцев пройти, потому что это нация, это точно именно копия фашистского государства. Это просто фашистское государство. Кооперативное государство. Просто государство, которое срослось с бизнесом и использует все свои именно рычаги, именно давление на то, чтобы уничтожить всех своих конкурентов и отстаивать интересы бизнеса, который их поддерживает. Ну и попутно навязывать всему остальному миру свою волю. Они постоянно там спецоперации проводят и все остальное. Скорее всего, давя все революционные стремления. Хотя, скорее всего, эти революционеры — это просто стандартные такие, как сказать, как я и говорил, просто обычно такие либеральные демократы, которые за все хорошее против всего плохого, но они просто говорят про то, что нужно свергнуть власть, а что делать с ней вообще по-настоящему, просто убрать слежку, это не поможет. Вы уберете власть, но уберете слежку, это ни хрена не поможет. Ладно, что-то я опустился в разглагольствование чуть-чуть. Буду надеяться, вам понравилось. Заглядывайте в описание, там будет ссылочка на мой Discord сервер и на Discord сервер по Доки-Доки. Буду рад вас там видеть. Пишите комментарии с предложениями новых игр, ну или мнением о видео, вам что понравилось, что не понравилось. Буду рад с вами поболтать. И не забывайте, разумеется, жать на кнопочку подписаться и на колокольчик. Такое о новых видео узнаете и пополните нашу маленькую, но крепкую семью. И с вами я, конечно же, не прощаюсь. Скоро увидимся!